Всем привет, с вами Дэн, и как видите, у нас коробочка от итальянского бренда, уже, наверное, даже не микробренда, Венецианика. Я вам уже несколько их часов показывал, знаете, каждый раз, когда беру вот эту вот такую белую, очень красивую, качественную коробку в руки, вот прям душа радуется, да, чувствуешь такой дизайн, чувствуешь, ну прям приятно, красиво, классно. Она еще такая беленькая, прям, Венецианика, давайте открывать и смотреть, а чего там у нас внутри. А у нас новиночка, которая называется Redentore Ultra Black, да. И те, кто регулярно смотрит канал Guitar.ru, они вспомнят, что у нас не так давно была модель Нериды Ultra Black, и многие писали в комментах типа: Дэн, часы прям супер понравились, но безель, да, хотелось бы, чтобы это был более классический дизайн. И, пожалуйста, вот он, Redentore Ultra Black. Тоже циферблат покрыт специальной краской Misu Black, которая поглощает 99,4% света, ну почти 100%. И поэтому получается, как вы видите, да, практически абсолютно черный цвет. И такая краска была разработана в Японии компанией Koei Orient Japan и производится с использованием передовых технологий, которые и обеспечивают такое вот качество, долговечность с течением времени. Ну и, конечно, наверное, даже самое главное, это вот такой вот ультра черный циферблат. Когда вот смотришь сейчас под искусственным светом, ну вообще ничего не видно, да, он ничего не пропускает. Вот поворачиваем немножко, да, уже где источники света, и начинаем видеть с вами стрелки. Конечно, впечатление потрясающее. У меня, наверное, первый раз такое вот впечатление было, когда я, конечно, видел модель Нериды Ultra Black, и это впечатляло. Знаете, сейчас вот эта модель, где нет безеля, она, наверное, даже еще более, если так можно сказать, именно прям в черное, да, то есть здесь ты видишь полированный зеркальной полировкой корпус и черный циферблат, да, достаточно такой толстый рант, и все. Ну и стрелки. Я сделаю, конечно, вставлю специально кадры, чтобы это было при солнечном свете, чтобы было лучше понимание. Потому что вот этот черный циферблат, когда искусственный свет светит, он вообще все просто забирает. И, конечно, впечатление, ну, потрясающее. Так, ну что ж, кстати, мы с вами комплектик еще не посмотрели, поскольку Венецианика продается теперь официально в России, у них есть и российская гарантия, да, я все ссылочки оставлю в описании, где их можно купить в России официально, 24 месяца. Ну и что касается таких вот приятных разных дополнений, есть вот такая традиционная уже для Венецианика папочка с внутренней стороны крышки коробки, тоже из такого очень мягкого, приятного картона. Ну, знаете, вот дорого, да, ощущается, и всегда это приятно брать в руки. Так, ну и здесь вот как раз у нас подписи двух совладельцев, да, Альберто Морелли, Алессандро Морелли, два брата итальянца, карточка такая, да, клуб владельцев Венецианика. Здесь у нас вот такой вот сертификатик идет, который, понятно, будет подписан, когда вы эти часы приобретете. И вот такая прекрасная карта у нас Венеции. Тоже, знаете, вот... Кто был в Венеции, тут, конечно, кайфанет, потому что город потрясающий, есть на что посмотреть, ну и всегда приятно такую вот, ну, в каком-то плане, наверное, туристическую карту тоже иметь у себя, вот, покупая эти часы. Все-таки заявляется у нас с вами именно тот самый необычный, прекрасный итальянский дизайн. Ну, давайте поговорим по характеристикам. Значит, я сейчас вам показываю версию в диаметре 40 мм, да, у нее референс 122-510. Есть, кстати, еще версия 36, да, у кого запястье поменьше, либо такая версия унисекс, можно сказать. Они, понятно, по дизайну одинаковые, картиночки сейчас вот тоже вставлю. Везде у нас минимализм, элегантность, но небольшие нюансы по характеристикам есть. Корпус и там 316L, циферблат с краской Misu Black. Значит, внутри стоит Seiko NH35A. Надежная рабочая лошадка.
А здесь, кстати, на задней крышке гравировочка у нас такой вот со спутником, да, а Земля, спутник. Ну, космическая тематика, потому что вот эта линейка, она вся как раз и посвящена, да, космическим просторам, неизведанный мир, абсолютно черный цвет, вот как раз космос, и вот это все должно перекликаться. Знаете, действительно есть, когда на такие часы смотришь, и прям вот от всего как бы забываешь все вокруг и смотришь именно на этот черный цвет. Я бы сравнил, наверное, эффект от вот этого черного циферблата с эффектом, когда смотришь на плавное движение стрелки Spring Drive, да, отсейки. Ну, вот что-то похожее у меня возникает. По водозащите у этой модели 100 метров водозащита, у модели поменьше, где 36 миллиметров, там водозащита 50 метров. Ну, в принципе, на все случаи жизни, кроме того, что плавать хватит 50 метров, да, а в этой модели можно еще и плавать, не глубоко нырять, но тут у нас понятно, что ремешок из натуральной кожи, итальянской, вряд ли вы будете с таким ремешком купаться, плавать, да, тем более нырять, ну, можно, если что, будет заменить, поставить какой-то там ремешок специально для водных процедур. И что касается стекла, сапфировое стекло с внутренним антибликовым покрытием. Ритейл, да, рекомендованный в России на эту модель 67 тысяч рублей. Ну, давайте, кстати, мы с вами уж про размеры заговорили. 40 миллиметров у нас диаметр вот этой вот версии, которая чуть побольше. Тут, да, у нас как раз вот 40. И высота, с учетом того, что стекло чуть возвышается над корпусом 12,2. Ну, если мы без стекла попробуем так вот здесь примерить, ну, где-то будет... Так, стоп, вот так, да? Где-то 11 миллиметров. Что касается ремешка, как раз мы с вами сейчас только что про него говорили, 20, так что, в принципе, можно любой сторонний ремешок, если что, подобрать. И от ушка до ушка 48,4. Мое запястье 18,5 в обхвате, ну и посадка здесь максимально универсальная именно для меня. То есть это как раз вот часы на мое запястье, да, есть, как я уже сказал, версия поменьше, ну, на среднее и на крупное будет окей. И знаете, за счет того, что здесь безеля-то нет, здесь рант такой, ну, хоть он достаточно толстенький, но тем не менее, интересно получается, что они выглядят чуть крупнее, чем они есть на самом деле. То есть этот момент тоже обязательно учитывайте, если есть возможность, то примеряйте обе модели. Слушайте, ну прикольно, прям, когда стрелки не попадают вот, да, в свет, кажется, что это вообще у вас какие-то смарт-часы на запястье. Очень глубокий, очень черный, очень необычный, круто. Вот реально эти часы именно про стиль. Но при этом читаемость циферблата здесь прекрасная, потому что у нас, по сути дела, есть только две стрелки. Ну, да, мы не увидим, какой сейчас точно час и какая точно минута, поэтому если для вас это критично, то, конечно, Redentor Ultra Black это не ваш выбор. Но если вы больше подходите как к концепции к часам, как к дизайну, да, как к чему-то необычному, и о чем, кстати, можно поговорить, потому что вот такие часы, когда смотришь, ты просто думаешь, блин, а как это сделано, да, как сделан этот циферблат, почему он выглядит вот так, то как раз это тот самый случай. Ну и ремешок, мне нравится, что он здесь матовый, он достаточно такой толстенький и как раз хорошо сочетается с корпусом часов, потому что, как видите, здесь достаточно длинные ушки, они достаточно широкие, и вот такой ну, пухловатый ремень, я бы сказал, он хорошо здесь вот подходит. Кастомная застежка, никаких украшательств к ремню нет, и как раз это именно идеально, это именно то, что нужно было и сделать. Заводная головка с гравировкой по бокам, значит, корпуса у нас идет сатинирование по боковой части, приятно и аккуратно сделано. Нет каких-то резких переходов, достаточно такие мягкие переходы по ушкам, по ранту, по корпусу, да, здесь все такое вот гладкое. Ну, опять же, у нас такой космический объект, а космические объекты, они все-таки без каких-то резких граней, если так можно сказать. Ну, опять же, в моем, конечно, представлении у вас может быть это все по-другому восприниматься. Приятная задняя крышка, и мне нравится, что производитель, если вот у вас посвящены часы какой-то идее, да, то сделайте какую-то гравировку, тем более, ну, там внутри стоит базовая сейка, и особо там на нее смотреть, наверное, не так и интересно. Что касается веса, понятное дело, на ремешке у нас это не будет много занимать. По граммам 85 даже не дотягивает. Поэтому вполне эти часы можно использовать и как повседневные, как универсальные. Но я думаю, что большинство, конечно, их будет использовать как часы на что-то необычное. Да?
необычно, либо подчеркнуть ваш вот необычный стиль и взгляд конкретно на часы. И опять же здесь хочется сказать вот эту вот важную вещь, что вот именно молодые, небольшие микробренды нам всегда предлагают чего-то что как раз может эти модели выделить из толпы, выделить из огромного количества однообразных часов на рынке. Я знаю, что многие сейчас напишут, ну как, вот где здесь метки, нужны часовые, дату, день недели, месяц и вообще все вот это вот. Но тогда эти часы не будут Redentor Ultra Black, да, это будут обычные часы, которых сотни, тысячи на рынке. А это именно модель, которая призвана быть не такой, как все. И именно в этом здесь и весь смысл. Так, и у нас, как видите, логотип накладной и стрелки с зеркальной полировкой. И все. И черный циферблат, который все поглощает, когда на него падает свет такой непрямой. Да, и сейчас мы увидим, что он черный. И, кстати, очень-очень приятная здесь зеркальная полировка по ранту. Причем рант никакой не плоский. И молодцы. В плане отделки очень-очень серьезные, солидные часы. Ну, что хочу сказать по итогам, конечно, эти часы нужно оценивать по, двум, наверное, критериям. В первую очередь, да, мы говорим о том, что да, это вот не такой, как все, не такие, как все, и это, наверное, будут не ваши единственные часы. С другой стороны, если вы именно концептуально подходите к своему гардеробу, да, к своему стилю, и, возможно, у вас будут только одни часы вот такого плана, это именно имиджевая такая модель. Либо вы человек, у которого уже несколько моделей часов, тогда вы можете позволить себе вот на определенные случаи и события такую модель. И с другой стороны, если мы говорим про качество, про характеристики, здесь все очень даже приятное, но опять же не забываем, что циферблат здесь все-таки необычный, и за счет этого идет определенная тоже такая доплата за эту модель. На этом у меня все. Пишите, какие венецианика, может быть, еще показать на канале. Всем пока, ставим царские лучшие на ютубе лайки. С вами был Дэн, увидимся.